Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами научимся вязать вот такие мокасинчики. Связаны они красивым узором, который мне напоминает почему-то ягодки. У пинеток двойная подошва, и, как видите, они отлично держат форму. Хотя связаны они из самой бюджетной пряжи, это детский акрил. Вот только название пряжи я не помню. То ниточки у меня были без этикетки. Вот как они выглядят. Если сравнить их с детской новинкой от Пихорки, то они немножко толще. Вот смотрите, ниточка от Пихорки и бордовая нить это акрил, которым буду вязать я. Как видите, немножко от Пихорки тоньше. Но в принципе вы можете взять и детскую новинку. Подошва связана у меня на размер 9-9,5 сантиметров. Крючком я вязала 2 миллиметра. Как я уже говорила, что у пинеток двойная подошва, поэтому для одной пинетки нам нужно 2 подошвы. 2 подошвы я уже связала. Вот эти вот ниточки сейчас я спрячу на изнаночную сторону. Вот таким образом. Как связать такую подошву? У меня есть видео на канале. Там я также набирала 17 воздушных петель и дальше вязала так же, как у меня в мастер-классе. Ссылочку я прикреплю в подсказках. Итак, спрятали одну ниточку, вторую. И теперь прикладываем изнаночной стороной подошвы друг к другу. Таким образом. Соединять подошву начнем мы с середины пятки. Берем ту нить, которой вы будете вязать саму пинетку. У меня это бордовый цвет. Хотя, если честно, я так подумала, что бордовый цвет не очень подходит для съемки видео, потому что не совсем видны петли. Но уже какую взяла, какая была. Итак, заводим крючок в одну петельку от одной подошвы и в другую петельку от другой подошвы. Смотрите, чтобы подошвы лежали ровно друг к другу. Так, здесь я уже сделала начальную петлю. И берем, заводим крючок и достаем петельку. И смотрите, подтягиваем вот так за ниточку, чтобы вот это кончик вот этой нити был в середине. И дальше мы будем делать соединительные столбики. Заводим крючок в одну петлю от одной подошвы и в другую. Протягиваем ниточку и сразу же вяжем соединительный столбик. И дальше также соединительный столбик. Достаем ниточку, вяжем соединительный столбик. И так вяжем соединительные столбики до конца ряда, соединяя 2 подошвы вместе. Вот что у нас получается. И давайте теперь самостоятельно обвяжем всю подошву. Соединили 2 подошвы вместе. Вот как у нас получается. И смотрите, там, где просто у нас вот такая вот линия идет, обвязка, это изнаночная сторона, а где косичка, это лицевая. Сейчас нам нужно петельку, вот эту, вывести на изнаночную сторону. Для этого мы заводим крючок с изнаночной стороны на лицевую и достаем петлю. Достали. Теперь делаем петелечку и отрезаем нить. Немножко подтягиваем. Здесь немножко затянулась петля. Достаем ее обратно. Так, и смотрите, вот эту ниточку мы сейчас просто спрячем вовнутрь подошвы.
Спрятали. И вот теперь подошва у нас полностью готова. Дальше, смотрите, мы будем начинать вязать с изнаночной стороны. Помните, да, где косичка это лицевая, где просто полосочка, вот такие петельки, это будет изнаночная сторона. Вязать мы будем за бордовую нить, вот за эти петли. Так, лишнее подцепилось. Итак, для мыса находим середину и от серединки отсчитываем 5 петель. Заводим крючок. И сейчас протягиваем нить. Протянули. Дальше делаем воздушную петлю. И дальше вяжем еще 9 столбиков без накида за бордовую ниточку. Оставшуюся нить мы прячем по ходу вязания, как всегда, чтобы она нигде не торчала. Итак, провязали 9 столбиков без накида и плюс 1 воздушная петля. Получается, мы здесь провязали 10 петель. Дальше начинаем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем начинать не с первой петли вязать, а со второй. Не знаю, насколько это будет видно. Так. Вот так, мне кажется, немножко лучше. Итак, давайте начнем вязать второй ряд. Начинаем не с первой, а со второй. Вяжем столбики без накида. Во втором ряду у нас получится 8 столбиков без накида. И 8. Дальше мы будем вязать столбики без накида, 2 столбика без накида, уже вот эти петли, вот эти вот, в одну петельку 1 столбик без накида, следующую петельку 2 столбик без накида. Провязали. Дальше разворачиваем вязание и уже с третьего ряда мы начнем вязать узор. Не знаю, насколько понятно я вам объясню, но я постараюсь. Итак, смотрите. Первый столбик без накида мы будем провязывать в петлю, во вторую петлю. Вот эту, не в первую, а во вторую петельку. Провязали. Дальше будем уже вязать узор. Смотрите, там, где у нас следующая петля, куда мы должны были бы провязать, как обычно вяжем столбик без накида, вот эту петлю. Смотрите, мы опускаемся ниже на самый первый ряд. И вот где мы в первом ряду вязали в петельку столбик без накида, то получается мы бордовую ниточку вязали. Туда заводим крючок в эту петлю, то есть в ту петлю, где мы обвязывали подошву. Опускаемся ниже и вот сюда заводим крючок, достаем нить, подтягиваем петлю наверх и нам нужно ее развернуть. Вот таким образом разворачиваем, заводим крючок сверху. Вот что у нас получилось. И сейчас просто вяжем как бы столбик без накида. Провязали. Сейчас не совсем виден узор,
так как мы провязали всего одну петлю. Дальше будет понятнее. Итак, в следующую петлю вяжем столбик без накида. То есть получается мы одну петлю пропустили там, где мы связали узор. Так, связали. Дальше мы снова находим следующую петлю и спускаемся в самый низ. Заводим крючок. Достаем петельку. Разворачиваем ее таким образом. И вяжем, как обычный столбик без накида. Провязали. В следующую петлю вяжем столбик без накида. Дальше снова находим петлю. Опускаемся на первый ряд. И достаем петельку. Разворачиваем. И провязываем как столбик без накида. Дальше в следующую петлю вяжем столбик без накида. В следующую петлю опускаемся ниже на первый ряд, заводим крючок, достаем петлю, разворачиваем и провязываем как столбик без накида. И в последнюю петлю мы вяжем столбик без накида. Провязали. Всего в третьем ряду получается 9 столбиков без накида, если считать и узор. Дальше вот за эти петли мы будем вязать столбики без накида. За одну петельку и за вторую тоже вяжем столбик без накида. Провязали. Разворачиваем вязание. Итак, вот что у нас получается. Не совсем видно, цвет неподходящий, но что поделаешь. Дальше вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд мы вяжем просто столбиками без накида. Начинать вязать мы будем не с первой, а со второй петли. Вяжем. В этом ряду у нас получится 10 столбиков без накида. Провязали 10 столбиков без накида. Дальше в петли вот эти вяжем столбики без накида. В одну петлю 1 столбик без накида. И в следующую петлю 1 столбик без накида. Провязали. Дальше разворачиваем вязание и будем вязать снова узор. Начинать вязать мы будем, как всегда, со второй петли обычным столбиком без накида. Дальше мы будем вязать узор. Смотрите, узор мы будем вязать в ту петлю, куда мы провязывали обычный столбик без накида. Получается в петлю третьего ряда. Смотрите, находим петельку, спускаемся вниз. И вот эта петля, в которую нужно провязать узор. То есть это петли, куда мы в третьем ряду провязывали просто столбики без накида. Не узор, а просто столбики без накида. В ту же петлю мы будем сейчас вязать узор. То есть получается через ряд узоры вяжем. Заводим крючок. Достаем нить, разворачиваем. И провязываем, как обычный столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем столбик без накида. В эту же петлю, потом, когда мы будем вязать узор, мы будем провязывать узор через ряд. Дальше находим петлю, куда мы провязывали просто столбик без накида в третьем ряду и вяжем узор. Не забывайте разворачивать петлю. Дальше снова просто обычный столбик без накида. Дальше узор.
Находим петлю, спускаемся вниз. И в ту петлю, где мы в третьем ряду провязывали обычный столбик без накида, вяжем узор. Разворачиваем петлю и вяжем. Дальше просто столбик без накида. Дальше узор. Достаем нить, разворачиваем и вяжем. В следующую петлю просто столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем узор, спускаемся вниз. Те петли, в которые мы вяжем узор, они будут у нас хорошо видны. Вы поймете сами, куда нужно провязывать. И в последнюю петлю мы вяжем обычный столбик без накида. Как вы поняли, что в начале и в конце ряда мы последними и первыми всегда провязываем обычные столбики без накида. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Вот эти петли. 1 и в следующую петлю 2. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать 6-й ряд со 2 петли столбики без накида. 3. В этом ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Довязала я до конца ряда. И сейчас будем в вот эти петли вязать столбики без накида. Я думаю, вы уже поняли принцип вязания. Поэтому сейчас мы будем провязывать самостоятельно. Уже виднеется наш узор. Вот такой он получается. И давайте приступим к вязанию 7-го ряда. Начинать будем со столбика без накида, со 2 петли. Провязываем столбик без накида и дальше вяжем узор. Помните, да, узор заводим крючок в ту петлю, где мы вязали 5-й ряд. В 5-м ряду просто столбик без накида в петлю. В ту же петлю мы провязываем узор. Как-то очень плохо видно. И вот в эти петли мы провязываем узор и чередуем. Провязываем узор, дальше столбик без накида в следующую петлю, потом снова узор, потом столбик без накида, потом снова узор и так чередуем. И помните, да, что в начале и в конце ряда всегда должны быть столбики без накида. И давайте этот ряд я еще немножко покажу вам. Заводим крючок в ту петлю, где мы в 5-м ряду вязали обычный столбик без накида. Переворачиваем петлю, провязываем как столбик без накида. В следующую петлю вяжем столбик без накида, обычный. Дальше вяжем узор, спускаемся вниз и провязываем, достаем, переворачиваем петлю, провязываем как столбик без накида. Следующую петлю обычный столбик без накида.
В 7 ряду у нас получается 13 столбиков. Получается, мы вяжем так, что у нас с каждым рядом становится на 1 петлю больше. Дальше вяжем столбики без накида за вот эти петельки. Разворачиваем вязание. В 8 ряду у нас получится 14 столбиков. И вяжем так дальше, таким же образом до 13 ряда включительно. Дальше мы с вами встретимся. Провязала я 13 ряд. В 13 ряду у нас получилось 19 петель. Вот что получается. Дальше мы будем вязать 14 ряд. Но мы будем вязать ряд так, что прибавления петель у нас уже не будет. То есть и в 14 ряду у нас будет 19 петель. Это делается так. Мы начинали вязать со 2 петли. Сейчас же мы будем начинать вязать с 3 петли. Вот с этой. Вяжем столбики без накида до конца ряда. И давайте провяжем этот ряд самостоятельно. Провязали 14 ряд, 19 столбиков без накида. Дальше в эти же петли делаем 2 столбика без накида. Один и в следующую второй. Дальше мы будем вязать ряд с узором. Если прошлые ряды мы начинали со столбика без накида в петлю, то 15 ряд мы будем сразу же начинать с узора. То есть будем вязать как бы с 3 петли. Но 3 петля у нас выходит, она с узором. Опускаемся вниз, заводим крючок сразу же в петлю 15 ряда, достаем петельку, переворачиваем ее, вяжем как столбик без накида. В следующую петлю вяжем обычный столбик без накида. В следующую опускаемся вниз, вяжем узор. Провязали. В следующую столбик без накида. Дальше вяжем узор в петлю от 13 ряда, там, где мы провязывали обычный столбик без накида, в ту же петлю. Дальше обычный столбик без накида. Дальше узор. И вяжем так до конца ряда. Довязали 15 ряд. Смотрите, 15 ряд мы будем заканчивать также узором. Видите, достаем нить и провязываем как столбик без накида. Все петли закончились. Дальше вяжем 2 столбика без накида в одну и во вторую петлю. Разворачиваем вязание, и здесь также мы будем начинать вязать 16 ряд столбиками без накида с 3 петли. 2 пропускаем и с 3 начинаем вязать. Это будет последний ряд нашего мыса. И вяжем так до конца ряда. Довязали 16 ряд. Здесь у нас также получилось 19 столбиков без накида. Дальше будем вязать вот эту часть, не отрывая нить, продолжая вязать этой же нитью. Вот какой у нас узор получается. Итак, дальше спускаемся. Также будем вязать за вот эти петли, за которые и вязали. Вяжем столбики без накида.
таким образом обвязываем полностью вот эту заднюю часть. Так. Всего здесь должно получиться на этой задней части 26 столбиков без накида. Довязываем до конца, потом с вами встретимся. Довязала я до конца ряда. Здесь у меня получилось 26 столбиков без накида. Дальше, смотрите, мы будем делать соединительные петли. Заводим крючок с лицевой на изнаночную сторону и делаем соединительный столбик. И второй соединительный столбик делаем в следующую петлю. Провязали. Разворачиваем вязание. И дальше мы будем вязать. Смотрите, 2 петли пропускаем. Это соединительные. И со следующей, с третьей петельки, получается, будем начинать вязать. Вяжем 7 столбиков без накида. Дальше вяжем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид, заводим крючок в петлю и провязываем все 3 петли вместе. Провязали. Снова накид, достаем ниточку, провязываем 3 петли. 2 полустолбика с накидом мы провязали. Дальше вяжем 8 столбиков с накидом. Провязываем через 2 петли и через оставшиеся 2. 1 столбик с накидом мы провязали. Второй. Второй столбик с накидом. Третий и так далее. И 8 столбик с накидом. Дальше будем вязать 2 полустолбика с накидом. Провязываем 3 петли вместе и дальше делаем накид, провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Запоминайте, как мы вяжем второй ряд, потому что 4 и 6 ряд будет точно такой же. Последняя. Так, 7 столбиков без накида мы провязали. Дальше вяжем 2 соединительных столбика. Один в одну петлю, второй в другую петлю. Разворачиваем вязание. Опять же, смотрите, 2 петли пропускаем, те, где мы делали соединительные столбики. И с третьей начинаем вязать. Третий ряд у нас будет просто столбиками без накида. Также здесь должно получиться 26 столбиков без накида. Вяжем до конца ряда. Дальше будем делать соединительные петли. Довязала я до конца ряда. Делаем также 2 соединительных столбика в одну петлю, следующую. Посмотрите здесь внимательно, чтобы не повториться в ту петлю, которую уже провязывали. Соединительный столбик. Вяжем соединительный столбик 1 и второй соединительный столбик в следующую петлю. Провязали. Разворачиваем вязание. Будем вязать точно такой же ряд, как и вязали второй ряд. Смотрите, здесь 2 петельки пропускаем, с третьей начинаем вязать. Вяжем 7 столбиков без накида.
2 полустолбика с накидом, 1 и второй полустолбик с накидом. Дальше 8 столбиков с накидом через 2 петли и через 2 петли. Не путайте полустолбики и столбики с накидом. Это я для начинающих говорю. Дальше снова 2 полустолбика с накидом. Накид, провязываем 3 петли вместе, еще накид, следующий, 3 петли вместе. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Как я и говорила, что 4-й ряд будет такой же, как и 2-й. И 6-й ряд будет такой же, как и 2-й и 4-й. Провязали, дальше делаем 2 соединительных столбика, один в одну петлю, второй в другую петлю. Разворачиваем вязание. 5-й ряд у нас также будет столбиками без накида. Провязываем 26 столбиков без накида. Опять же 2 петли пропускаем, с 3 начинаем вязать. Провязываем самостоятельно этот ряд. Довязали 5-й ряд. Дальше делаем 2 соединительных столбика. 1 и второй в следующую петлю. Дальше вяжем 6-й ряд, так же как и 2-й и 4-й. 2 петельки пропускаем, с 3 начинаем вязать. Я думаю, здесь вы справитесь самостоятельно, провяжете 7 столбиков без накида, ну и так далее. Здесь уже ничего сложного нету. Провязываем самостоятельно. Довязала до конца 6-й ряд, это у нас будет предпоследний ряд. Делаем 2 соединительных столбика, 1 и второй. Разворачиваем вязание, начинаем вязать с 3 петли, 2 пропускаем, с 3 начинаем вязать. Вяжем столбиками без накида, последний ряд. В последнем ряду у нас также получится 26 столбиков без накида. Провязываем. Провязали 7-й ряд. Дальше мы сделаем только один соединительный столбик. Заводим крючок и делаем соединительный столбик. Дальше делаем еще одну петельку воздушную и затягиваем нить. И вот эту ниточку можно уже отрезать. Подтягиваем и потом мы спрячем ее на изнаночную сторону. И вот полностью пинетка у нас готова. Вот так легко и быстро она вяжется. Сейчас я спрячу ниточку и покажу 2 пинетки в готовом виде. И вот такие сочные пинетки у нас получились. Если вам понравился этот мастер-класс, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Для меня это будет очень большим стимулом записывать для вас новые и интересные мастер-классы. Уверена, у вас все получилось. Если остались какие-то вопросы, пишите, буду отвечать. И всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!